Закончила я 9 ряд и приступаем к 10. В 10 мы видим опять 3 петли подъема, 2 столбика с общей вершины, 3 воздушные петли и 3 столбика с общей вершины, столбики с одним накидом. Вяжем 10 ряд. 3 воздушные петли подъема, поворачиваем вязание. В следующий столбик, в предыдущий столбик нижнего ряда вяжем столбик с одним накидом. Накид, крючок вводим в верхнюю петлю столбика, вытаскиваем новую петлю. 2 петли провязываем, только 2. И оставляем 2 петли на спице, на крючке. Опять делаем накид. В следующий столбик вводим крючок, петлю вытаскиваем. И только 2 петли провязываем. И теперь 3 петли с крючка все провязываем вместе. Затем у нас идут 3 воздушные петли, арочка, 1, 2, 3 и 3 столбика с общей вершины, но с одним накидом. Это у них так перечеркнуто, чтобы каждый не перечеркивать, они перечеркивают общей чертой. Делаем накид. В следующий предыдущий столбик вводим крючок, вытаскиваем нитку, провязываем 2 петли, 2 остаются на крючке, опять накид, крючок вводим в столбик ниже лежащий, провязываем только 2 петли, опять накид, крючок в цепочку из воздушных петель, петлю вытащили, провязали только 2 петли. И теперь все 3 петли, все 4 петли провязываем за один раз, в один прием. И вот у нас получились столбики с общей вершиной. Далее мы смотрим, что после 10 ряда у нас идет ряд 10А. То есть мы должны теперь набрать для усика бабочки и считаем воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель набрали. Затем у нас идут пико из 3 воздушных петель. Значит, нам надо набрать еще 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И эти пико, вот эта черточка маленькая, она означает полустолбик с накидом. Полустолбик. Так, Вот так его пишут в тексте, когда печатный текст идет, обозначение пишут. Значит, для пико мы набрали 3 воздушные петли. Вот они, это пико. И мы их соединяем в 4-ю воздушную петлю вот этой цепочки. То есть вводим крючок в цепочку и протаскиваем через петлю. Затем у нас идет маленькая черточка. Это полустолбик с накидом. Делаем накид.
Вводим крючок в ту же петлю, вытаскиваем новую петлю и 3 петли провязываем вместе. И еще у нас 2 пико. Так. И еще у нас 2 пико. Точно так же делаем 3 воздушные петли, 2, 3. В эту же петельку мы их соединяем. И опять вяжем полустолбик с накидом. То есть делаем накид на крючок. Крючок в эту петлю же вводим. И все 3 петли провязываем вместе. И еще одну петлю. 1, 2, 3. Соединяем в эту же самую петлю. И делаем столбик, вывязываем столбик, полустолбик с одним накидом. Накид, крючок в петлю и 3 петли провязываем вместе. Этот элемент мы закончили. Дальше у нас идут вот такие полупетли. Это говорит о том, что нам нужно вернуться вот сюда. Значит, крючок вводим в цепочку из воздушных петель, вытаскиваем нитку и сразу ее провязываем с петлей на крючке. И в следующую, и сразу провязываем. И так мы должны дойти до столбика с 3 накидами. До столбика с общей вершиной. Вот до этого места. А теперь мы должны перебраться ко второму усику. Вот тут закончили ряд 10Б. Мы должны перейти к следующей группе столбиков с общей вершиной и от нее набрать, хотя здесь по схеме нитка должна отрываться. Но мы отрывать не будем, а такими же переходиками перейдем к следующей группе столбиков. Вот в эти петельки вводим крючок и нитку сразу вытягиваем. Вводим крючок и нитку сразу вытягиваем. И вытащили. Итак, мы добрались до следующей группы. И опять делаем 8 воздушных петель. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем идет пико из 3 воздушных петель. И также вывязываем усик, как и предыдущий. Вот довязала я второй усик. И далее нам надо прикреплять, туловище мы связали. И теперь нам надо прикреплять нить другого цвета, чтобы вывязывать крылышки. Нитку можно обрезать. Потом мы ее заправим по окончании работы.
растянули. И теперь в это же место прикрепляем нитку другого цвета. Вытащили нитку. И можно сделать закрепляющую петлю одну, чтобы не распустилась. И хвостик потом спрячем. И начинаем вязать 11 ряд. Вот у нас 11 ряд. Набираем арку из 1, 2, 3, 4, 5, 6. Из 6 воздушных петель и полустолбиком с накидом закрепляем вниз второго ряда сверху. Вот. То есть вниз 9-го ряда. Вот здесь у нас 9-й ряд. И вот вниз мы его закрепляем. Набираем 6 воздушных петель. Так, одна у нас есть двойная. 2, 3, 4, 5, 6. И смотрим 9-й ряд. 1, 2. Вот у нас 9-й ряд. Полустолбик, накид на крючок. Вводим крючок. Вот здесь есть петелька такая. Вводим в петлю. Вытаскиваем нитку. И все 3 петли на крючке провязываем. Затем у нас идет 1, 2, 3 воздушные петли, соединены в начало 8-го ряда. Внизу, значит, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И опять соединить полустолбиком с накидом. Накид на крючок, крючок в петлю. И все 3 петли провязываем вместе. Вот связали мы 2 арки и точно так же вяжем еще 3. Набираем 3 воздушные петли. 2, 3. Накид у нас полустолбиками соединено. Крючок в петлю, вытаскиваем новую петлю и все 3 петли провязываем вместе. 1, опять воздушные петли, 2, 3, полустолбик с накидом, петлю вытащили и все 3 петли провязываем вместе. 1, 2, 3, 4 арки. Еще один раз. 1, 2, 3. Накид на крючок. Крючок в петлю. 3 петли на крючке. И все 3 провязали. Так, и вот мы закончили 11 ряд метить. Переходим к 12 ряду. 12 ряд у нас начинается 3 воздушные петли подъема и 2 столбика с одним накидом в арку. Вяжем 3 воздушные петли подъема, которые нам заменяют столбик с одним накидом. Поворачиваем вязание и в эту арочку вяжем 2 столбика с накидом еще. Накид, нитку на крючок, крючок
под арку, вытаскиваем петлю, 2 провязываем вместе и еще 2 вместе. Это у нас был столбик с одним накидом. И еще один нам нужно сюда связать. Закончили. Далее у нас по схеме идет 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 набрали. И в следующую арку мы должны связать 3 столбика с 2 накидами. Вот 2 черточки, значит 2 накида. Делаем накид 1 на крючок, делаем 2. Крючок в арку, вытаскиваем петлю, провязываем 2 петли вместе, еще 2 петли и еще 2 петли. Это столбик с 2 накидами. И нам таких надо провязать 3. Накид, накид, 2 накида на крючке, крючок в арку, 2 петли провязываем вместе 1 раз, 2 петли провязываем вместе 2 раз и 2 петли. И еще 2 накида делаем. Крючок в арку, 2 петли, 2 петли и 2 петли. И у нас получилось 3 столбика мы провязали с 2 накидами. В следующую арку точно так же идут 3 столбика с 2 накидами. 2 раза накид на крючок, крючок в арку, 2 петли провязали, 2 петли провязали и еще 2. 1, 2, крючок в арку, 2 петли, 2 петли и 2 петли. Накид, еще один накид, крючок в арку, 2 петли, 2 петли и 2 петли. Значит, вот эти 3 столбика с 2 накидами мы провязали. Далее у нас идут воздушные петли, арочка из воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 воздушных петель. Набираем 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в следующую арку вяжем 3 столбика с 2 накидами. 2 накида на крючок. И в следующую маленькую арочку вводим крючок и вытаскиваем нитку. И провязываем 2 петли, 2 петли и 2 петли. И опять 2 накида на крючок, крючок в петлю, 2 петли, 2 петли и еще 2 петли. И еще один столбик с 2 накидами. Эти 3 столбика мы провязали. 12 ряд закончили. Мы его отметим. Теперь мы переходим к 13 ряду. Затем мы пойдем к 14 ряду. И вот так вот будем обвязывать. Ну, начнем 13 ряд. В 13 ряду столбики с 3 накидами. И 5 воздушных петель подъема. Значит, 5 воздушных петель подъема заменят нам 1 столбик с 3 накидами. 1, 2, 3, 4, 5. Вязание поворачиваем и вяжем еще 2 столбика с 3 накидами. То есть делаем на крючок 1, 2, 3 накида.
Вводим крючок в верхнюю петлю столбика предыдущего ряда. Вытаскиваем нитку. И попарно провязываем петли. 2 петли провязали, 2 петли провязали, еще 2 петли и еще 2 петли. Это у нас столбик получился с 3 накидами. И по схеме у нас еще один накид. 1, накид 2, накид 3. И в верхнюю петлю предыдущего столбика вводим крючок и вытаскиваем нитку. Провязываем 2 петли, 2 петли, 2 и еще 2. Это мы закончили элемент. Затем у нас идет 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, которые соединены полустолбиком в центр предыдущей арки. Значит, 1, 2, 3, 4, 5 воздушек. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид. Ищем среднюю петлю. И в нее вводим крючок и вытаскиваем нитку. Так, средняя получилась. Вроде да. Так, смотрим среднюю. Можно отсюда. У нас 9 было, значит, надо 5-ю смотреть. 1, 2, 3, 4, 5. Вот она, 5-я петля. Вот сюда вводим крючок. То есть сделали накид, нашли центральную петлю, ввели крючок, нитку вытащили. 3 петли на крючке. И все 3 провязываем вместе. И далее у нас идут 1, 2, 3, 4, 5. И еще 5 воздушных петель. 1. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных. Но теперь у нас уже идут далее столбики, 3 столбика с одним накидом, то есть вот одна черточка с одним накидом. Вот он, 13 ряд. То есть сделаем накид. Крючок вводим в верхнюю петлю столбика предыдущего ряда. Вытаскиваем нитку. 2 провязываем петли. И еще раз 2. Еще один столбик. Старайтесь попасть в центр, чтобы не съехать, не в эту петлю, иначе оно съедет. А вот есть тут такое место. Вот. И тогда столбик будет четко над столбиком. Накид. Провязали 2, еще 2 провязали. 13 ряд мы закончили. Далее у нас идет 14 ряд. Вот он. 3 петли подъема, 2 столбика с одним накидом. 3 петли. 1, 2, 3. Вязание повернули. И вяжем столбики над столбиками. Накид. Крючок вводим в петлю. 3 петли на крючке. 2 провязали. И 2. И еще один столбик вяжем. Так, это мы провязали. Теперь у нас идут 1, 2, 3, 4. 4 воздушки и опять полустолбик
с накидом над полустолбиком. Вяжем 4 воздушки. 1, 2, 3, 4. Полустолбик с накидом, накид. Крючок вводим в полустолбик предыдущего ряда. Вытаскиваем петлю и 3 петли все провязываем вместе. Затем у нас идут 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушек. И далее идут 3 столбика с 3 накидами. Набираем 6 воздушек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 столбика с 3 накидами. На крючок накид 1, 2, 3. Крючок вводим в столбик предыдущего ряда. Вытаскиваем петлю и провязываем по 2. 1, 2, 3 и 4. И еще 2 таких столбика. 1, 2, 3. 3 накида сделали. Крючок в верхнюю петлю столбика предыдущего ряда. Так, вот 3 накида. Вытаскиваем петлю, провязываем 2, 2, 2 и 2. Еще один. Ну теперь крючок вводим. Вот у нас петли подъема были. В последнюю петлю подъема. И точно так же вывязываем столбик с 3 накидами. Так, это мы закончили 14 ряд. Вот можно отметить его. Переходим к 15 ряду. Опять 5 воздушных петель подъема, 2 столбика с 3 накидами вывязываем и считаем воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель. Соединяем точно так же полустолбиком в предыдущий. И вывязываем далее 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. И вывязываем 3 столбика с 1 накидом. И опять поднимаемся 3 петли подъема, 2 столбика с 1 накидом. Считаем петли. И над столбиком, над полустолбиком с накидом вяжем столбик с 1 накидом. И все так же повторяется. Итак, мы довяжем 16 рядов. Довязали мы 16 ряд. И далее у нас в 17 опять идут 3 воздушные петли подъема, 2 столбика с 1 накидом в столбике предыдущего ряда. И далее идут у нас столбики с 1 накидом. Столбики вывязывать четко в каждую петлю воздушную, не под арку, потому что они будут ездить, а для жесткости в каждую воздушную петлю. Делаем 3 воздушные петли подъема, поворачиваем вязание, делаем накид, вводим крючок в верхнюю петлю столбика, вытаскиваем новую петлю, провязываем 2 и провязываем 2, опять накид, крючок в петлю предыдущего столбика, в столбик предыдущего ряда
и по 2 провязываем. И далее в каждую петлю столбик с одним накидом. Я ввожу вот в это место крючок, вот в это, ниже немножко, потому что если вверх, то петля вытянется, а для жесткости чуть ниже. Вытаскиваю петлю, 2 провязываем и еще раз 2. И опять в следующую петлю ввожу крючок вот сюда. Вытащили нитку, провязали 2 петли и еще 2. И так мы вяжем 17 ряд до конца. Вот мы довязали одно крыло большое, обвязали его. Нитку можно обрезать. И потом спрятать. Нитки прячем каждый цвет на своем цвете. И, кстати, хочу сказать, что для жесткости усиков сюда можно вставить тоненькую проволочку и изогнуть так, как нравится. Теперь мы переходим к маленькому крылу, ко второму, к нижнему крылу. Вот здесь есть стрелочка, и здесь прикрепляется нитка. Можно таким же цветом ее вывязывать, крыло. Но мы уже здесь уже начали этим цветом. Но можно разнообразить, это уже дело вкуса. Бабочки бывают самые разнообразные. Значит, с внутренней стороны, то есть вот отсюда, мы делаем прикрепление. Нитку опять протягиваем верхнюю петлю столбика с одним накидом. Складываем нитки 2 вместе, провязываем, чтобы не распустились, покрепче держались. Это у нас уже одна будет воздушная петля. Это будет 2 и 3. Вот 3 воздушные петли 18 ряда, но даже тут уже не 3, а 4, потому что столбик идет с 2 накидами. То есть делаем 4 воздушные петли. И затем вяжем 2 столбика с 2 накидами в столбике предыдущего ряда. Вязание поворачиваем. 2 столбика с 2 накидами. 1 накид делаем на крючок, 2 накид. Вводим крючок в петлю, в верхнюю петлю предыдущего ряда. 4 петли на крючке, провязываем 2, еще 2 и еще 2. И опять 2 накида. Опять в столбик вяжем столбик с 2 накидами. 2 петли, 2 петли и 2 петли. Этим мы провязали. Теперь у нас идут 3 воздушные петли и полустолбик с накидом крепится в центр арки. Делаем 3 воздушные петли, полустолбик, накид в серединку, вводим крючок, вытаскиваем петлю
И все 3 петли провязываем вместе. И опять 3 воздушки. И далее уже идут 3 столбика с 3 накидами. Вяжем 3 воздушки. 1, 2, 3. И делаем 3 накида. 1, 2, 3. И вывязываем, вытаскиваем петлю и попарно провязываем петли. 1, 2, 3, 4. И опять 3 накида. Столбик предыдущего ряда вводим крючок и по 2 петли провязываем. И третий. 1, 2, 3. Но уже вводим крючок в последнюю петлю подъема. Затем у нас идет 19 ряд, 5 петель подъема, 2 столбика с 3 накидами, 4 воздушные петли, столбик с 1 накидом вместо соединения, опять 3 воздушные петли и далее 3 столбика с 1 накидом. Вывязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Поворачиваем вязание и вяжем столбик с 3 накидами в предыдущие столбики. Провязываем по 2 петли. Три накида, 1, 2, 3. И в предыдущий столбик. И по 2 вывязываем. Значит, у нас идут 4 воздушки и столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, накид и столбик с накидом вместо крепления предыдущего ряда. Петлю вытащили, провязали 2 и провязали 2. 3 воздушные петли и 3 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3. И 3 столбика с накидом в столбике предыдущего ряда. Накид, крючок в петлю, столбика, вытащили новую петлю, 2 провязали и 2 провязали. И опять накид и крючок вводим в последнюю петлю петель подъема и вывязываем столбик. 19 ряд мы закончили и переходим к 20. Вяжется точно так же, как и 17 мы вязали, то есть 3 воздушные петли подъема, 2 столбика в столбике предыдущего ряда, 2 столбика с 1 накидом, и далее идут все столбики с 1 накидом конкретно в петлю воздушные петли.
Ну вот довязали мы второе крыло маленькое. Вот у нас так получилось. Нитку можно уже обрезать. Заправить, завязать и обрезать. И потом спрятать хвостик. Вторую половинку бабочки делаем таким образом. Чтобы не заблудиться, мы бабочку переворачиваем и вяжем уже эту половинку. То есть мы делаем прикрепление. Вот нам надо вот эту арку связать. Она вот. То есть мы вот сюда, в конец усика, будем вернее, в начало усика вводим крючок. Вытаскиваем петлю. Точно так же две нитки складываем, чтобы они не убежали, хвосты. Первую петлю провязываем. Это у нас будет первая петля подъема. Первая петля воздушной цепочки. Вот мы ее провязали. И далее надо набрать 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель еще. 1. 2, 3, 4, 5. Вязание повернули. И опять закрепляем их в начало 9-го ряда. Вот тут 9-й ряд у нас был. Полустолбиком с накидом. Отсчитать легко. Их ряды видны. Вот один ряд, вот другой ряд. Делаем накид, вводим крючок в петлю. Все 3 петли провязываем вместе. И далее у нас опять идут 3 воздушные, полустолбик с накидом. Итак, мы провязываем 11 ряд, как в прошлый раз. Поворачиваемся на 12, делаем петли подъема. Провязываем арки, столбики. И переходим к 13. И начинаем вывязывать большое крыло. Когда крыло закончим, нитку обрезаем. И переходим, вот здесь написано 18 ряд. 18 ряд, то есть вот сюда прикрепляем нитку, делаем, вывязываем 4 петли подъема и начинаем продолжать 18, 19 и 20. И вот такая бабочка у нас получилась розовая. Нитки я заправила. Кстати, хочу еще что сказать. Когда будете вязать, обязательно свяжите какой-нибудь образец легкий и намочите нитки, постирайте, чтобы можно было посмотреть, линяют ли они или нет. Если вы будете прикреплять к готовому изделию,
то не мешало бы еще нитки от готового изделия сюда же вязать, чтобы посмотреть, линяют ли нитки от бабочки на основное изделие, чтобы потом не испортить. Можно ее, в принципе, и не пришивать наглухо к изделию, а как-нибудь прикрепить и во время стирки ее снимать и стирать отдельно. Бабочку отпарьте, не гладьте, а именно отпарьте. То есть паром из утюга обдайте ее. Если будете вставлять все-таки проволоку сюда в усики, постарайтесь так, чтобы концы не кололись. Загнуть их надо где-нибудь там внутри, и чтобы они не выглядывали. И вот одну мы сделали, и вторую. Спасибо за внимание и всего вам доброго.